Привет, человек. Ну что, как вы думаете, войдет Приднестровье в состав Российской Федерации или нет? Они же столько лет этого ждут. В общем, я посидел и... Ну, не в смысле посидел. Короче, подсобрал видосиков последних новостей из Приднестровья, что они думают о ситуации на Украине, спецоперации и так далее. Желают ли они войти в состав Российской Федерации? Что нашел, желаю вам показать. Надеюсь, вам будет интересно. Это вот типа Приднестровье. Присоединяйтесь поближе. Вот. Если кто смотрит из Приднестровья, напишите в комментариях свое мнение, интересно. Да. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И приятного просмотра. Вот. Ах, да, не забыл чуть. Чуть не забыл. Если видос понравится, будет интересно, подобная тематика, сделаю про Абхазию, Южную Осетию. Может быть, Италия там захочет еще присоединиться к Российской Федерации. Или Алясочку вернем. Возвращай родимую взад. Как пела и поет легендарная группа Любэ. Ну все, погнали. Здравствуйте. У меня один вопрос только. Когда вот всю Украину возьмет Россия, не забудете ли вы о Приднестровье? Там люди ждут 30 лет, российские флаги висят. И они все мечтают о присоединении к России. Может, Приднестровье все-таки подсоединим. Уже все, там люди уже все выдохлись уже. С двух сторон блокада. С одной стороны Украина блокировала, с другой Молдова. Они очень мечтают стать Россией. Поддержите, все поддержите Приднестровье. Люди молятся за вас, за Россию. За всех. И все у нас с российскими паспортами. Все хотят стать частью России. Если поддержите, буду признателен. Спасибо вам. Россия! 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 Всем добрый день. Я решила все-таки поделиться своими мыслями по поводу того, что сейчас происходит, и своим личным опытом и пониманием. Я родилась и больше 30 лет проживала в Тирасполе. Это Приднестровская Молдавская республика. Эта республика, не буду долго вдаваться в историю, образовалась людьми, которые были против дикой молдавской-румынской национализации, и организовалось государство, которое, кстати, до сих пор не признано государством, более 30 лет уже ему. И вот в 92 году, более 5 месяцев, Молдова напала на так называемых своих. В Приднестровье была война, самая настоящая война. То есть Молдова напала на Приднестровье. 19 июня было, наверное, одно из самых жестких и вероломных нападений, когда был выпускной у детей, когда, сложно говорить, разбомбили школу, расчленяли детей, насиловали девочек. В общем, была война. И прекратилась она только благодаря тому, что на аэродроме Тирасполя высадился российский десант с генералом Лебедем. И в то время, слава богу, хватило, наверное, воли государственной у Республики Молдова остановить эту войну и сложить оружие и отвести войска.
Но все, наверное, помнят в то время знаменитые слова Лебедя о том, что если оружие не будет сложено, то обедать я буду в Кишиневе, а ужинать я буду в Бухаресте. Так вот, друзья мои, война была остановлена, кровопролитная и жестокая. И до сих пор в Приднестровье мир обеспечен только благодаря наличию российской армии, русской армии. Я не буду долго рассказывать про события в Южной Осетии, когда тоже только благодаря российским войскам жители Южной Осетии, их всех не истребили. Друзья мои, то, что сейчас происходит в Украине, оно началось не сейчас. Пусть те, кто сейчас кричат против войны, да я тоже против войны, друзья, но она началась в 2014 году. Где мы вообще все были? Почему мы так же само в своих соцсетях не постили черные квадраты «Нет войне»? Я не понимаю. Да более того, я не знаю, что было бы с Украиной, если бы, например, в Донецке проживали бы там сотни тысяч граждан Америки. Но неужели бы Америка сидела и смотрела, как их граждан убивают? Ребят, прошло 8 лет. Я тоже против войны. Я за мир. За мир. Но не за мир односторонний, когда 8 лет людей и детей убивают. Вот я не за такой мир. Я за мир, где все дружат и где все умеют договариваться. Но, к сожалению, не получилось договориться. Не с кем договариваться. Мы все прекрасно помним 2 мая Одессу. Неужели вы забыли Дом профсоюзов, где просто людей жгли? И потом вся страна, извините, смеялась. Я не за такой мир. Вот уж простите, вы можете от меня отписываться, вы можете меня банить, жаловаться, но я знаю, что такое война, и я знаю, что такое свои нападают как будто на своих. И я знаю, когда заходит российская армия и защищает своих людей. Как Приднестровье стало независимой от Молдавии. Все началось в 1989 году еще при СССР. Видя националистические взгляды, Приднестровье решило отделиться. Уже в 1990 году начались мелкие сражения. Исторически в Приднестровье живут русские и украинцы, то есть славяне. В 1991 году там начался геноцид славян. Славяне объединялись в отряды и сражались с Молдовой. В 1992 году Россия решила ввести войска в Приднестровье, а также Украина немного помогала Приднестровью. Я даже не знал, что у нас в городе есть такое место шикарное, прекрасное. Возле всего это, которое называется СССР. И мы сейчас сюда присядем. Смотрите, какие тачки стоят здесь возле СССР. Пусть этот день начнется с доброты и чьей-то удивительной улыбки. Кому-то кто-то принесет цветы или пришлет записку на открытке. Этот день начнется с теплых фраз и расцветая радостью на сердце. Пусть кто-то улыбнется вам сейчас своей улыбкой. Поехали. Сейчас мы зайдем в прошлое. Какое прошлое, ё-моё? В настоящее. О, дядька Ленин. Вот так вот. МССР. И вообще позвонить может. Бабки. Это лучшее, что я мог видеть за последнее время.
Круто. Идем посмотрим меню. О, мне нравится бендерская пивоварня. Делает сладкую воду. Вот так. Круто. Вкусняшка. Лучшему работнику. Ничего, если я снимаю? Мечта многих приднестровцев поменять этот паспорт на паспорт Российской Федерации. Мы друг за дружку держимся. Мы своих в беде не бросаем. На нашу семью сильно бочку не кати. Она у нас настоящая. А не как у тебя, только по паспорту. Они идут. Кто там? Приднестровье. Приднестровский российский флаг. Флаги городов Приднестровья. Дальше идет памятник Суворову. И кто знает, 3 флага. Каких это стран? На юге России, если не ошибаюсь. Здравствуйте, друзья. Я из Приднестровья. У нас тоже, как и на Украине, была война. Только война была с такими же нацистами, как сейчас воюют на Украине. В 4 часа утра они пришли, насиловали девушек, убивали парней. Если кто-то об этом еще не помнит, то давайте об этом вспомним. Война сейчас идет не с украинским народом, война идет с нацистами. Так что люди, которые приехали в Приднестровье, которые приехали в Молдову, которые приехали в другие регионы и страны, ведите себя, пожалуйста, культурно. Вам никто ничего не должен, никто ничем не обязан. У вас есть только надежда на самих себя. Если вы с этим не согласны, идите воюйте за свою страну, а не прячьтесь, как крысы, блядь, под крылом других стран. Если вам не нравится Путин, многим он не нравится, так же, как и Зеленский, так же, как и Байден. Пожалуйста, у вас был выбор, вы выбрали его. Так что вы сами на себя должны пенять. Так что извините, но все это ваши проблемы, и вы только сами должны это решать. Нет, никто вам больше не поможет, извините. Здравствуйте. Хочу рассказать сегодня о случае, который произошел со мной. Шла я по нашему Бендерскому рынку. Я гражданка Приднестровья, живу в Приднестровье. И шла по нашему рынку. Подходит ко мне женщина, одета лучше меня, вся, там, не знаю, у меня нет возможности одеваться в супермодных бутиках, а там видно, что достаток хороший. С девочкой достает мне паспорт пластиковый Украины, говорит: я беженка, я из Харькова. Помоги мне накормить моего ребенка. Я говорю: слушай, дорогая, говорю, у меня дома 3 детей, которых я не знаю, чем кормить. И ты просишь у меня, чтобы я тебя кормила. Почему ты бежала оттуда, с того Харькова? Вы приехали к нам. Вы ведете себя, как, я не знаю, как будто вам все дозволено. Мужчина в маршрутке, водитель знакомый, рассказывал. Садится женщина. Он ей говорит: оплачивайте проезд. Она: а что это я должна оплачивать проезд? Я беженка, мне все можно. Ты обязан меня везти бесплатно. Да кто ты такая, чтобы возить тебя бесплатно? Говорю, вообще уже обнаглели. Вас сюда никто не звал. Мы пророссийское государство. И будьте добры уважать наши законы. Пусть мы и не признанная республика, но мы маленькая и дружная. И мы все живем одной большой семьей. Если вы приехали к нам, ведите себя достойно. И не позорьте ни себя, ни нас.
Приднестровье – мирное государство. Здесь принимают беженцев из Украины. Им дают жилье, волонтеры помогают продуктами и вещами. Многих просто так принимают у себя дома. Дети учатся в приднестровских школах, сюда едут за миром. Все сообщения о том, что приднестровская армия мобилизует силы и готовится к войне – фейки. Цитата из телеграм-канала президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского. Очередной фейк, активно подхваченный украинскими СМИ, о том, что Приднестровье якобы нанесло ракетный или с помощью иного вооружения удар по Винницкому аэропорту, это бессовестная ложь и провокация. Ответственно заявляю также, что несущие на территории ПМР службу российские миротворцы и военнослужащие оперативной группы российских войск в Приднестровье находятся в местах постоянной дислокации и не имеют никакого отношения к обстрелу аэропорта украинского города Винница.